Приветствую всех на канале. Вот такой вот чудный автомобиль к нам в работу попал. Это Ora IQ. Автомобиль проезжает около 400 километров, но с недавних пор начал пробег ограничиваться в районе 100 километров, может даже меньше. И будем сейчас диагностировать ее и смотреть, в чем же проблема. Так, сделали диагностику, и вот у нас что есть. У нас напряжение 4,1 вольта, 4,112 вольт, а на одном 3,552. Но и это не все. Это 87-й элемент у нас. Но и это не все. У нас в целом даже без этого элемента разбаланс батареи порядка 400 милливольт. 3,7, 4,085, 412, 412 милливольт. Даже если вот этот у нас был бы нормальный, то все равно очень много. А с этим элементом у нас 650 милливольт. То есть что-то непонятное. Вот напряжение на элементах 99, 98, 97, 95, 94. А здесь у нас 3,552. Интересно, из-за чего это? А подключили китайскую диагностику, и здесь нету напряжения 3,7 вольта, которое нам показывает лаунч. У нас здесь действительно есть 87-й 3,531 и дельта 559 милливольт. Но вот этих напряжений, которые там были 3,7 вольта, у нас нету. То есть нас просто диагностика тупо решила обмануть. Вот так вот. В целом по батарейке 4,061, 4,071, 0,88. Это 28 милливольт. 60, 28, 90 нету нигде. Ну вот 89 максимально она показывает где-то, а минимальная вот в районе 4,6, вот 4,066. Вот, ладно, 0, окей, 0, хорошо. 61, вот, в любом случае у нас китайская диагностика показывает, что у нас все элементы нормальные, и только один элемент 87 у нас 3,531, 558 милливольт. Вот такая вот проблемка. По напряжению, по температуре у нас везде плюс-минус одинаково. 23-22 градуса. 24 градуса максимальная и 2 градуса дельта. Короче говоря, это уже хорошо, потому что лаунч нас вводил в оману. Но немножко разъяснила китайская диагностика. Вот что значит инструмент. А в комментариях спрашивают, какой инструмент лучше брать. Да вот видите, тяжело сказать, какой инструмент лучше взять. Инструмента нужно много и разного. От этого и стоимость работы никогда не будет дешевая, потому что это все нужно как минимум приобрести и как максимум окупить. В общем, теперь будем снимать батарейку и разбираться, почему у нас этот элемент высадило. Вот и батарейка. Все по классике в алюминиевом корпусе. Интересно, а это что за конструкция такая? Странно, приваренная пластинкой, прикрученная болтами. Непонятно. Встречал разное, но такое, чтобы была и сварка, и болты, такое впервые. Но китайцам виднее. Машина у нас переднеприводная, сзади просто балка неразрезная. И интересно, сейчас снимем защиту, посмотрим. И здесь тоже такая непонятная конструкция. Тоже прикручена болтами и приварена. Некоторые китайские вещи просто необъяснимы. Ладно, сейчас снимем защиту и посмотрим, с жидкостным охлаждением она или вообще без охлаждения. Но, как оказалось, здесь никакого охлаждения нет вообще. Интересно, какая емкость батарейки. Чем-то она похожа на Polestar, но все-таки это больше похоже на китайскую реплику Polestar. Вскрываем батарейку, и здесь 145 ампер-час, 321 вольт. Это где-то 46 ампер-час. И даже на батарейке есть эмблема, что это Great Wall. Батарейку немножко отмыли. И сейчас вскроем, посмотрим, что у нас здесь за элементы и что с ними дальше делать.
Так, открутили корпус, сейчас будем снимать крышку. Стой, отпусти. Направляющий, отпусти. Есть. Вот и наша батарейка. И здесь интересно все сделано. Элементы в своих корпусах собранных. То есть они не модулями идут, а вот, вернее, не отдельными кирпичиками идут, а вот такими вот модулями. Раз, два, три, 4 одинаковых и 2 других. Все сделано достаточно солидно, но что-то они разбухают. Десять с половиной киловатт, 10,5 киловатт-час. И здесь по 6,3 киловатт-часа. Да, и вот теперь, чтобы их проверить емкость, либо через вот эти проводки надо будет, либо же вскрывать корпус. Вот так батарейка. И это BMB-шки и BMS-ка. Так, здесь у нас непонятно, что это. Похоже на датчик тока, но какой-то он чересчур сложный. Да. Вот так Great Wall. Вскрыли модуль, и вот такой вот сюрприз. Здесь набираются пакетами, потому что, скорее всего, там пакеты идут, судя по контактным выводам. И они идут не вдоль, а 2 шины выходят в одну сторону. То есть не с одной и с другой стороны, а в одну сторону выходит. И все залито что-то типа эпоксидки, наверное, или какого-то такого силикона достаточно жесткого. И, то есть, по сути, проблема с разборкой здесь очень-очень большая, но с другой стороны ничего не открутится. Теперь нужно будет каким-то образом добраться до самих элементов, для того, чтобы поставить их на стенд и проверить емкость. И если вдруг окажется, что там занижена емкость или у него саморазряд, то будет все крайне печально. Необходима будет замена всего модуля. Но сделано очень, кстати, модуль у нас 2018 года. Сделано очень добротно, но одноразово. Ремонту это, по сути, не подлежит. Проверили емкость батарейки, и вот что у нас с емкостью. Просто они идут. Да, у нас первый, второй идет на один канал, и третий, четвертый на второй. То есть, по сути, они должны суммироваться. Вот, и при разряде у них 74, 74, 73, 74. Ну, немножко меньше у второго, который как раз у нас разрядился. Но не настолько значительный перекос. То есть 140, 147, 148 ампер-час примерно. Ну, то есть разница у них небольшая, а по факту разница на момент зарядки у нас была в районе... Скольки ампер-час? 50. Нет, ампер-час. В ампер-часах в районе 90, наверное. Разница была 550 милливольт и примерно 90 ампер-час. Вот такой вот разбег. То есть, скорее всего, здесь у элементов тоже есть саморазряд, как и в недавнем Jaguar, I-PS. И, скорее всего, этот модуль тоже скоро провалится. Поэтому, к сожалению, вот так вот. Но здесь, чтобы поменять маленький модуль, поменять не получится. Придется менять вот такой вот огромный модуль. И, соответственно, стоимость этого модуля тоже будет достаточно высокая. Поэтому будем согласовывать с владельцем и узнавать, что дальше делать. Поэтому будем согласовывать с владельцем и решать, что дальше делать. Оставлять как есть, либо же что-то менять, какой-то модуль. Клиент захотел собрать как есть, отбалансированный элемент, и будет кататься, наблюдать, как она себя будет вести. В общем, поэтому сейчас собираем ее, установим на автомобиль и посмотрим, сколько владелец сможет проездить. По большому счету, если он будет ее постоянно заряжать до максимума, то, возможно, батарейка и не разбалансируется. Но это уже покажет потом время. Ну и, конечно, тестовый выезд. Сейчас посмотрим, что это за автомобиль такой.
принципе, достаточно динамично разгоняется. Разгоняется бодренько. Снаружи чем-то похож, напоминает Polestar, но в салоне, конечно, совсем далеко не Polestar. Достаточно простенький салон. Владелец решил оставить как есть. Мы отбалансировали, слегка чуть выше зарядили на 10 милливольт, чем самый сильный. Но посмотрим, как он продержится. Ну и владелец понаблюдает, как машина себя будет вести. В общем, сейчас закончим тест-драйв, и в принципе автомобиль можно будет выпускать. И если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всем пока.